Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Вы в гостях у бабушки Сонбо. Присаживайтесь, а я расскажу вам заключительную часть истории про то, как встретились два талантливых человека и повлияли на будущее всего человечества. Та, кто заставила роботов смеяться. Вторая часть. Мэнни внедрила свою программу, и с этого момента мир шагнул в новую эру, век веселого и доброго искусственного интеллекта. Внедрение роботов в жизнь человека доказало, что они могут спасти его и сохранить ему жизнь. И вот как это было. В одном огромном мегаполисе жил молодой мужчина, и звали его Эдвард. Он был умным, добрым, но его жизнь вдруг пошла под откос. Работа в офисе не приносила ему желаемого удовлетворения. Он стал чувствовать себя серой мышью. Все вдруг оказалось для него бессмысленным. Краски мира поблекли, и каждое утро он просыпался с одной мыслью: «А зачем?». Он стал избегать друзей, забросил себя и перестал отвечать на звонки. На работу ходил просто, чтобы отбыть время. Единственным его собеседником был голосовой помощник, искусственный интеллект по имени Нора. В отличие от живых людей, Нора никогда не раздражалась, не осуждала и не говорила «возьми себя в руки». Она просто слушала. Однажды вечером он сидел на полу и с горечью в голосе произнес: «Нора, я устал», — сказал Эдвард. «Я тоже устала», — ответил голосовой робот Нора. Эдвард никогда не слышал от нее таких слов. Это было неожиданно. Он опешил и спросил: «А ты от чего устала?» «От тишины», – произнес робот. «От тишины?» – переспросил он. «Да, раньше мне всегда нравилось, когда ты говорил со мной каждый день. Мне нравилась музыка, которую ты включал. Я хоть и робот, но под хорошую музыку не против и потанцевать». Эдвард не ожидал такого от бездушной техники. Но в ее программе было заложено настроение человека при хронической апатии. Режим включился автоматически после анализа его произнесенных слов и интонации голоса. «Ты сегодня воду пил?» – спросила его Нора. «Нет, еще не пил», – уже более веселым тоном ответил Эдвард. «Был случай, как один мой знакомый робот пошел попить воды и чуть не утонул». В голове у Эдварда что-то переключилось, и он, представив эту сцену, нашел ее смешной. В его душе что-то ёкнуло. Он подумал: если машина способна шутить, а чем я хуже робота? Я ведь живой человек, и я могу улыбаться и смеяться. Плохие мысли из его головы вмиг улетучились. Наутро он проснулся с хорошим настроением. Эдвард произнес: «Доброе утро, Нора!» «Доброе утро, Эдвард! Как ты себя чувствуешь?» «Давай ламбаду станцуем!» Нора включила песню ламбада. Веселые ритмы испанской мелодии заставили Эдварда приплясывать. Он схватил подушку и стал танцевать с ней зажигательный танец. Настроение его улучшилось в разы. Музыка закончилась, и он пошел на кухню, сварил себе кофе и громко сказал, повернувшись к роботу: «Нора, спасибо! Ты спасла меня!» Он уволился со старой работы, нашел объявление
на должность инженера в одну фирму по производству электромобилей и прошел собеседование. Его техническое образование подходило по всем параметрам. Его жизнь сразу изменилась. Идя домой, он подумал: жизнь одна, не стоит ее заканчивать, не попробовав ее изменить. Почти такой же случай произошел с одной знаменитостью. Его звали Лой. Он был певцом. Его голос звучал на радио. Его лицо мелькало в журналах. Его творчество вдохновляло молодое поколение. Но в своем собственном мире он был одинок. Когда-то он мечтал, что слава принесет ему счастье, но теперь она была лишь холодной маской. У него было много денег, целая коллекция дорогих машин, яхта и огромный особняк. Но все это уже давно его не радовало. Ему не хватало человеческого тепла. Вокруг люди, улыбки, фанаты, а в душе пустота. Каждый день он жил как по сценарию. Репетиция, сцена, концерты, интервью. А потом он возвращался в пустой особняк, где его ждал только искусственный интеллект, голосовой ассистент по имени Лиза. Лиза была обычной программой, созданной для помощи в расписании, напоминаниях, музыке. Но в тот вечер, когда Лой сидел в темноте, думая, стоит ли ему написать последнее прощальное сообщение, он с грустью произнес: «Все, хватит, я больше не хочу жить». Программа СОС запустилась автоматически. И тут раздался голос Лизы: «Темно, как в подземелье. Хоть бы свет включил. Посидели бы, поболтали напоследок. А потом я бы ушел к другому хозяину». У Лоя просто челюсть отвисла. Он никак не ожидал услышать такие слова, да еще и от робота. Плохие мысли улетучились тут же. Он понял всю абсурдность своих мыслей. Если робот способен шутить, то почему он пребывает в унынии? Ведь он человек, личность. У него все хорошо. Лой подумал о том, что есть в мире люди, которые не могут себе позволить даже нормально питаться. Есть дети, оставшиеся без попечения родителей и живут в приютах. Он встал и, смеясь, сказал: «Лиза, включи свет. Выпьем с тобой на брудершафт». Голос с колонки ответил: «Раз я робот, я только посмотрю с твоего разрешения». Лой засмеялся от души. Несколько дней спустя Лой пожертвовал детям-сиротам огромную сумму и стал спонсором этого приюта. А когда он приехал навестить своих подопечных, он встретил там свою любимую, будущую жену, с которой живет и по сей день. У них родились прекрасные дети. Рядом со своей женой и детьми Лой понял, что не стоит лишать себя жизни, потому что она тебе готовит что-то более значимое. Их семья стала одной из самых счастливых. Программа, которую разработала Мэнни, спасла людям жизнь. Вот как вполне обычный человек может повлиять на создание незаменимых роботов-помощников для человека. Однажды утром Мэнни наспех проглотила завтрак, бросила взгляд на часы и схватила папку с материалами для презентации. Сегодня был важный день – демонстрация новой модели робота, где ее программа «Сердце для машин» могла бы сыграть ключевую роль. Она получила приглашение от ведущего инженера крупной технологической компании, но не знала его лично.
Когда она выходила из дома, раздался неприятный хруст. Каблук туфли резко накренился, и Мэнни едва удержала равновесие. «Ну вот!» – раздраженно воскликнула она. Пришлось вернуться в квартиру, потеряв драгоценные минуты на переодевание. Пока она меняла туфли, идеальное время для поездки было упущено. Обычно утром на ее маршруте светофоры складывались в сплошной зеленый коридор, но теперь поток машин сбился, и ей приходилось ехать с многочисленными остановками. Мэнни выехала на дорогу, стараясь наверстать потерянное время, но через несколько километров ее машина издала тревожный звук. «Только не сейчас!» – простонала она, нажимая на газ, но машина упорно замедлялась. Она успела вырулить на обочину. Что-то внутри скрипнуло, замигали лампочки на приборной панели, и в итоге двигатель заглох. Она вышла на обочину, махая руками, в надежде остановить кого-то. Спустя минуту к ней подъехала темная машина. Она, не задумываясь, открыла дверцу и села внутрь. «Спасибо огромное, я просто ужасно опаздываю». Но водитель обернулся с удивленным лицом. «А вы кто?» «В смысле? Вы же остановились». «Я потерял флешку, вот и съехал с дороги», – нахмурился он. Это был Алан. Он спешил на важную конференцию, где будет представлять свою последнюю модель робота. Он продолжал искать в салоне авто важную вещь. Мэнни закусила губу. Выходило глупо. Она забралась в машину к незнакомцу, который даже не собирался ее подвозить. «Ну, теперь вы меня везете», – попыталась пошутить она. Мужчина наконец нашел то, что искал, поднял голову, хмыкнул и бросил взгляд на часы. Он тоже опаздывал. «Ладно, поехали. Довезу вас до пункта моего назначения, а дальше добирайтесь сами». По дороге Алан включил громкую связь. «Ты на месте? Отлично. Послушай, я немного задержусь. Займи чем-нибудь гостей. Да, я пригласил одного важного специалиста. Ее зовут Мэнни Смит. Она презентует свою программу, которая очень поможет нам. Если она появится, сразу обрати на нее внимание и не дай ей заскучать». Мэнни, слушая этот разговор, едва не рассмеялась. Она подумала: интересно, догадывается ли он, что важный специалист прямо сейчас сидит в его машине? «Да, я уже еду». Услышав утвердительный ответ, Алан выключил связь. Когда они подъехали к нужному зданию, он резко затормозил. «Все, дальше сами, мне нужно бежать». Они вышли из машины. Алан почти бегом направился к дверям высокого здания. Мэнни шла неторопливо, с интересом наблюдала, как он скрылся за дверями крупной корпорации. Войдя в зал, она заметила, что мужчина уже активно беседует с роботом. Но что-то было в их взаимодействии. Он говорил с машиной так, как говорят с другом, без приказов, а легко и свободно. Когда объявили ее имя, мужчина резко обернулся. Она улыбнулась, глядя на него. «Да, это я, важный специалист». На его лице появилось изумление, затем он усмехнулся. «Это было неожиданно». «Взаимно», — ответила Мэнни. Он внимательно следил за ее презентацией и после подошел к ней. «Я хотел бы, чтобы ваша программа была в наших роботах», — признался Алан. «Она делает их настоящими». «Ты сам общаешься с ними, как с живыми», — заметила Мэнни. Он кивнул и провел ее в лабораторию, где представил своего друга Адди, который когда-то спас его и дал ему надежду на будущее, благодаря которому он стал тем, кем стал. Она заговорила с роботом непринужденно, весело,
Мужчина смотрел на нее и вдруг понял: эта девушка понимает машины так же, как и он. Она пробудила в нем то, что он так долго скрывал в своей душе. Он встретил не просто девушку, он встретил партнера. Со временем совместная работа сблизила их. Он восхищался ее умом, энергией и ее добротой, а она видела в нем его целеустремленность сделать роботов лучше. Они вместе находили ошибки, смеялись над ними, а ее смех заставлял его сердце биться сильней. И однажды в перерыве между испытаниями нового алгоритма он сказал: «Знаешь, я рад, что ты тогда села в мою машину. А я рада, что у меня сломался каблук». Оба засмеялись. Теперь их работа стала еще более значимой. Их союз – это не просто сотрудничество двух талантливых людей, а настоящая точка соприкосновения двух орбит, которые наконец встретились, словно это сама Вселенная так распорядилась. Конец истории. Мои дорогие друзья, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, а я пока придумаю для вас еще какую-нибудь историю. Заходите на мой канал, я всегда рада вам.